Всем привет! Апельсин является самым популярным фруктом в мире. В России существует давняя традиция заболевшему обязательно в качестве вспомогательных средств давать большое количество апельсинов, потому что это самый популярный источник витамина С. Действительно ли это так? Узнаем, как правильно есть фрукт и к кому нужно относиться к нему с осторожностью. Поэтому смотрите видео до конца и не забудьте нажать на колокольчик. Состав апельсина. Апельсин называют рекордсменом по количеству содержащихся в нем витаминов, минералов и биологически активных веществ. И в отличие от многих других фруктов, в продаже они доступны круглый год. Большей популярностью апельсины пользуются в осенне-зимний период, когда мы особенно подвержены респираторным и вирусным заболеваниям. Спросите любого человека, который покупает апельсины на рынке или в магазине, в чем польза данного фрукта, и услышите практически один и тот же ответ. Апельсины полезны для укрепления иммунной системы, так как содержат большое количество витамина С. И это действительно правда, но далеко не вся. Многие почему-то забывают о таких преимуществах от употребления в пищу апельсинов, как положительное влияние на структуру и цвет кожного покрова, на функционирование сердечно-сосудистой системы, на уровень холестерина. Не все знают, что регулярное употребление данного продукта способно снизить риск появления заболеваний органов дыхания. Добавьте сюда также профилактику появления и развития различных видов раковых заболеваний, ревматоидного артрита, образования камней в почках и так далее. И вы получите продукт, который кажется чуть ли не панацеей от многих заболеваний. Полезные свойства апельсина. Защита сердечно-сосудистой системы. Флавоноиды, входящие в состав апельсинов, способны предотвращать заболевания сердца. В ходе научных исследований выяснилось, что флавоноиды обладают антикоагулянтными свойствами, а также помогают стабилизировать артериальное давление и уровень холестерина, что очень важно для поддержания здоровья сердца и сосудов, а калий предупреждает появление аритмий и снижает риски летального исхода от кардиологических заболеваний. Помимо этого, апельсины содержат в больших количествах витамин С, клетчатку, фолиевую кислоту и холин, которые также благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и укрепляют сердечную мышцу. Апельсины оказывают антиоксидантное, гипогликемическое и гиполипидемическое действие, помогая замедлить хронические процессы воспаления, которые запускаются свободными радикалами. Некоторые врачи даже считают, что регулярное употребление апельсинов может быть одним из способов снижения рисков гипертонии у пожилых людей. Снижение уровня холестерина. Благодаря высокому содержанию клетчатки апельсины помогают снижать в организме уровень так называемого плохого холестерина, то есть липопротеинов низкой плотности. Чтобы получить эффект, рекомендуется ежедневно съедать всего по одному большому плоду. Защита от камней в почках. Лимонная кислота и цитраты предотвращают возникновение мочекаменной болезни. Цитрат калия часто назначают пациентам с камнями в почках. Стоит отметить, что именно это вещество в натуральном виде в довольно высокой концентрации содержится в апельсинах. Польза для иммунной системы. Витамин С, которым богаты цитрусовые, помогает нейтрализовать свободные радикалы, зачастую являющиеся причиной возникновения многих серьезных заболеваний, в том числе кардиологических и онкологических. Содержащаяся в апельсинах аскорбиновая кислота способна уничтожать вредоносные бактерии и увеличивать способность организма противостоять различным вирусам и инфекциям, а ацетилсалициловая кислота помогает в снижении температуры. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что апельсины, как и другие цитрусовые, являются лучшей природной профилактикой и защитой от сезонных заболеваний. Кожа. Женщины, которые не знали об этом раньше, теперь уж точно позаботятся, чтобы апельсины стали частью их ежедневного меню. Оказывается, этот фрукт просто незаменим для кожи.
Благодаря своему химическому составу он приостанавливает процессы старения, защищает от вредного влияния окружающей среды и УФ-излучений. К тому же несколько долек апельсина активизируют выработку коллагена, который избавляет от мелких морщин и улучшает структуру кожи, а апельсиновое эфирное масло давно применяются в косметологии и парфюмерии. Польза для зрения. Химический состав этих представителей семейства цитрусовых, а в частности богатое содержание витамина А, позволяет предотвратить возрастные заболевания глаз, улучшить качество ночного зрения, замедлить прогрессирование дегенерации желтого пятна, а также предупредить развитие катаракты. Это удалось выяснить в ходе австрийского исследования. Кроме этого, растительные пигменты и флавоноиды, которым апельсин обязан своим оранжевым цветом, благотворно влияют на состояние мелких сосудов, в том числе и тех, что отвечают за здоровье глаз. Онкологическое заболевание. Недавно американские ученые заявили, апельсины и их сок снижают риск развития детской лейкемии. Раньше исследователи сделали не менее революционное открытие. Витамин С, содержащийся в цитрусах, предотвращает мутацию ДНК, следовательно, снижает риск образования злокачественных опухолей. Польза апельсина для репродуктивной системы. Огромное положительное влияние на подвижность сперматозоидов у мужчин оказывает тот же витамин С, содержащийся в апельсине. Оказывает апельсин влияние даже на генетическом уровне, улучшая качество мужского семени. Известно, что у мужчин, которые регулярно употребляют апельсины и пьют апельсиновый сок, вероятность рождения детей с врожденными дефектами несколько ниже. Противопоказания. К сожалению, апельсины относятся к продуктам, которые часто бывают виновниками пищевой непереносимости, поэтому пациентам с симптомами аллергии и маленьким детям следует с осторожностью употреблять этот фрукт. Придется ограничить себя и пациентам с гиперацидным гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, некоторыми другими патологиями ЖКТ. Если у вас сахарный диабет первого и второго типа, выбирайте несладкие сорта апельсинов и остерегайтесь апельсинового сока. Фреш содержит почти втрое больше калорий и сахаров, чем сам фрукт. Апельсин слишком агрессивен для зубной эмали, поэтому фреши рекомендуют пить через трубочку. Ешьте, но в меру, и у всех будет хорошее настроение. На этом наш ролик заканчивается. Напишите в комментариях, какую тему хотите следующий ролик. Я буду очень рада за вашу обратную связь. До новых встреч!